Всем привет! Сегодня у нас в гостях Георгий Димитрадзе. С ним мы поговорили о его карьере в сборной, о клубной карьере, ну и, конечно же, о выступлениях сборной Грузии. Немного обсудили персоналии игроков в сборной. Будет очень интересно, поэтому, ребята, подписываемся на канал, ставим лайк видео и смотрим до конца. Я, наверное, хотел бы начать с вашей карьеры. Вот у меня самый первый вопрос. Вот мы сейчас восхищаемся все сборной Грузии, хотя у меня в комментариях пишут, что раньше еще круче было, да, в советское время команда «Динамо Тбилиси» и футболисты грузинские. «Динамо Тбилиси», да, в бывшем в Советском Союзе, да, один из лидеров был, взял Кубка взял, стал чемпионом Советского Союза. Ну, тогда очень много звезд играл, поколение хорошее было. Ну, знаете, я хотел спросить, если брать ваше поколение и вашу сборную, вот 90-х, начало 2000-х, да. Что у нее не получалось, чтобы достичь тех высот, которые вот сейчас На этот вопрос мне очень тяжело ответить, но футболисты были очень сильные, футболисты тогда в очень сильных клубах играли. Ну, я не знаю причину, как не попали мы на Евро или на чемпионат мира, это мне тяжело сказать, но болельщиков виднее, но тогда еще потяжелее была группа, здесь не было... Ну да, меньше шансов. Меньше шансов было, но тем не менее хорошая команда была, хорошие футболисты, но... А вы какой-то матч можете вспомнить вот из той сборной, для вас лично памятный, именно вот сборной Грузии? Не, все игры здесь в сборной Грузии памятные, но... Я не знаю, выделить особо, не знаю. Мне тяжело сейчас выделить. Все игры сборные, все как-то памятные были. Ну, давайте тогда про клубную вашу карьеру поговорим чуть-чуть. Вы в «Динамо Тбилиси» начинали, да? Да, в «Динамо Тбилиси» начинал. Вот если сравнивать... Юношеские команды тоже начинал, где юный «Динамовец» тогда назывался. Я очень много слышал и читал про вот Академию «Динамо Тбилиси», с которой сейчас вот вышла. Это сейчас, да. Да. Вот мне интересно, опять же, с вашей точки зрения, учитывая, что вы проходили то, что было раньше, насколько это отличается от того, что было в ваше время и сейчас, и, ну, можно ли сказать, что это повлияло, или, в принципе, хорошему футболисту дай мяч, и он дальше уже сам себе... Яйца мешают, да, хорошему танцору? Да. Не, конечно, условия сравнить тем и сравнить вот сейчас Академию, конечно, разные были. Сейчас условия более хорошие, комфортные, и я думаю, что сейчас уже для футболистов все условия. Тогда тяжело было, тогда 90-х годов не было света, воды, тяжело было, но тем не менее очень много звезд в тех годах родился и сыграли большой футбол в заграничных клубах. Ну, сравнить сейчас, меньше полей было, сейчас уже Академии, очень много полей и искусственных, и так природные полей. Сейчас уже получше, конечно. Сейчас уже вкладывают очень много людей в инфраструктуру и строят стадионы, базы. Тогда не было, там единицы было. А что вы можете сказать про «Динамо Тбилиси» вот тех времен? Я знаю, вы 3 раза, да, становились лучшим бомбардиром чемпионата Грузии? Да. Насколько сложно было... И кубок 3 раза, да. Ага. Насколько сложно было играть вообще в то время? Я имею в виду, знаете, уровень... Уровень футбола там очень сильный было. Так, в каждую команду играли 4-5 очень сильных футболистов, и уровень был очень хороший. Очень хороший. Сейчас как-то поравнялось. Нету так дисбаланс. Так не отличаются команды от друг друга. Тем, что, например, тогдашний чемпион Грузии, по-моему, после первого круга уже становились чемпионом Грузии. А сейчас уже «Динамо Тбилиси» в этом году, по-моему, не может лучше в четверку ходить. Да. Сейчас уже тяжело, просто они сейчас вышли в финал Кубка Грузии. А тогда у «Динамо Тбилиси» была очень сильная команда, и у других было, но классом в «Динамо Тбилиси» очень много футболистов было сильнее. А сейчас вот то, что уровень, он как бы выровнялся, что все подтянулись, или он упал наоборот? Что... Ну, знаешь, все как-то равные команды стали. Равные команды стали. Угадать, кто станет чемпионом Грузии, уже тяжело. Ну, да. Тогда, более-менее уже было известно, кто станет. Там было. Конкуренты тоже были. Кутаиси, Самтредия, Динамо Батуми, но чуть-чуть посильнее было «Динамо Тбилиси». А сейчас уже не можешь сказать, кто станет
чемпионом Грузии. Самая бюджетная команда это, по-моему, Торпедо Кутаиси. И даже для Кутаиси тяжело сейчас стать чемпионом. Ну давайте про ваши клубы поговорим. Вот сезон в Алании, я так понимаю, чемпионский, да, тогда был? Нет. Вы пришли до или Нет, после? после пришел. После. Да, Тем не чемпионские играли много грузинов тогда, 3-4 наших ребят были. Стали чемпионами России. Тогда Алания впервые стала чемпионом России. У них очень сильная команда была и заслуженно стали они А чемпионами. как вы попали в ту команду? Кто вас приглашал? Валерий Георгиевич Газаев пригласил команду и приехал в Аланию с Фейнорда. Условия хорошие были, команда хорошая была. У них тогда у Алании была база, так редкое случай было, что хорошие базы были. И у Алании очень сильная база была, полей хороших было. Условия очень хорошие были. Ну а что вам запомнилось из того сезона? Может, какой-то матч, какой-то гол? Что-то такое яркое есть? Сейчас я не знаю точно вспомнить, но очень сильная команда была у Алании тогда тоже, но как-то в тройку не попали. С Валерием Георгиевичем общаетесь? Вот сейчас нет. По поводу матчей ваших Лига Чемпионских, ну, вы, наверное, знаете, часто вспоминают промах с Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед, да. Да. Ну, для вас же, наверное, есть что-то более яркое, кроме этого? Ну, этот промах, да, по-моему, с метра или с полтора промазал. Точности. Ну вот Кузьмичев смотрел, отдает в конце концов мяч Боннеру, тот посылает его, и вышедший на поле Димитрадзе бьет мимо ворот. Беготни и неточных передач киевского «Динамо». Если это... У вас был как-то во снах, в кошмарах? Ну да, конечно. Тяжело вспоминать, но что делать, уже история. Ну, Лига Чемпионов играла Динамо Киев, так. Динамо Киев всегда удачно играл в Лиге Чемпионов. Они в групповую попадали. Каждый год они попадали в групповую. Динамо, я даже не припомню, что Динамо Киев кто-то обыгрывал так в Киеве. Это был редкий случай. По-моему, один раз Ювентус обыграл. Всегда исторически у Динамо Киева сильная команда была. Ну, сейчас уже какие-то проблемы, наверное, понятно, да. От этого зависит, конечно. Надеюсь, что будет мир, и Динамо Киев будет в той форме, которой был раньше. Ну, с тех сезонов вы все-таки что-то можете вспомнить? Ну, на день рождения забил в Лиге Чемпионов Сандерлехта. У меня было день рождения 26 сентября. Кажется, 2-0, да, тогда было? Не, 4-0. 4-0 и 2 забил, да. Или вот забивай 3-0. Ну, это все, это класс. Жесткий, а исполнил уже в концовке. Играть можно, будет Димитрадзе бьет носком, и мяч в сетке ворот 4-0, второй гол Димитрадзе. Хорошо. Ну, в Локомотиве там период уже был такой. Да, период Более после травмы я был, да, я сделал операцию на колени, да. Ну, в Локомотиве тоже чуть-чуть как-то не был в форме, чтобы сыграл, но спасибо Юрию Павловичу, он взял команду, зашел в форме, потом вернулся в Металлург и там стал лучшим бомбардиром. Что можете сказать, кстати, про Юрия Павловича? Мне кажется, вот у него какая-то особая связь с грузинскими тоже. Да, Юрий Павлович легендарный человек, легендарный тренер и хороший, так, персона очень хорошая, все его хвалят, любят и даже кто играл грузинские футболисты, его все хвалят, Юрий Павлович. Ю-19 они с Эстонией. Элит-раунды прошли. Ю-21 на Евро. Да, Евро пенальти выиграли у хорватов. И, ну ладно, Лига наций, может, не совсем удачно сложилась, но чемпионат Европы, вот все эти успехи, вы видите это как какие-то системные успехи? Или где-то... Да, системные успехи работают здесь. Школы работают хорошо, тренеры работают хорошо, молодым дают шансы в высшей лиге играть, и от этого зависит все. И удачно складывается для наших молодежной и национальной сборной. Ну, увы, в этом году с 4 матчей, если Грузия бы выиграла хоть один, они бы вышли. Но, к сожалению, с Албанией могли выиграть. С Украиной там не проиграю, вышли бы они в следующий раз. Но с 4 матчей 1 очко повлияло на все это и не могли выйти. А вы можете вспомнить свои ожидания вот в начале года, когда еще не было даже понятно, что Грузия будет на Евро играть? Вообще ожидали вы, что
вот эти 2 матча можно пройти, там, как они сложатся? Какие-то были мысли? Ну, для нас... В марте, например. Ну, когда сыграли предварительные хорошие матчи, уже нам было известно, что Люксембург попадает и Греция. Да. Хорошо, что жеребьевка оба матча в Тбилиси была. И, конечно, в истории первый раз попадали на чемпионат Европы. Наверное, мы больше хотели, чем эти сборные. И мы попали, заслуженно попали, конечно, обыграв Люксембург и очень сильную сборную Грецию. Я думаю, что сборная Греции очень сильная команда была. Сейчас как она выступает? Сейчас она хорошо выступает, и тогда очень сильная команда была сборная Греции. Ну, мы по пенальти здесь вышли. А вы можете вспомнить тот день вообще, как у нас проходил? Ну, тот день это было, конечно, в Тбилиси праздник. Даже вы на стадионе были, да? Да, конечно. Старое поколение говорил, что когда взяли Динамо Тбилиси Кубок, 81 такой праздник не было еще в Грузии, масштабного. Ну, я надеюсь, что вот в следующем раунде мы, наверное, удачно сыграем. Даже тренеру контракт продлили до 28 года. Хороший тренер, я думаю, что мы еще выйдем. Ну, кстати, если вы уж про тренера заговорили, то я так обсуждал с коллегами, что вот сборная Грузии практически одним составом прошла вот успешный матч Евро. Да. И потом, когда начались потери, Качарашвили выпал, потом Двали вот не был в одном матче. Как будто бы Санюэль начал что-то экспериментировать, но вот на матч Чехии он вот этот классический состав поставил. Вот вы как считаете, нет ли какой-то проблемы, что вот этой вариативности не хватает? Не, я не знаю, конечно, тренеру сборной Грузии виднее, кого ставить, кого нет. Ну, как болельщик, так здесь каждый болельщик разные мнения. Да. Разные мнения. Все здесь в мире все понимают политику и футбол. Кому не говори, он свой состав поставит. Так что тяжело мне сейчас обсуждать тактику тренера, что, наверное, ему виднее было и правильный состав он поставил. Ну, был бы я на месте, наверное, Саньола, в одном матче поставил бы тот состав, который был с Украиной. Последний втором тайме. Да. В втором тайме. Поставил бы сразу, например, нападающего Леона, Ликаутадзе, с первых минут. Вот это, остальное тренеру более виднее. Еще хотел спросить вас про академию, вот, из которой, вот, когда был матч с Португалией, вот это была фотография, да, как с Роналдо все фоткались, а потом они стали соперниками, в итоге обыграли Роналдо. Вот вы как-то наблюдали за развитием молодежи вот, из того состава академии? Я так понимаю, что там практически половина сборной, да? Да, половина сборной с академии. Вообще очень много футболистов из академии Динамо Тбилиси. Из академии Динамо Тбилиси. Даже большинство футболистов с академии Динамо Тбилиси. Ну, академия хорошо работает. Просто что такое большая команда как-то не может удачно выступить в чемпионате Грузии. А то академия дает хороших футболистов, потом продают хороших. Сейчас в Ньюкасле продали, Сале в Ньюкасле продали. Так что хорошая молодежь, наверное, через год-два уже будет новая молодежь, какие пополнения хорошие. Надеемся, что они сыграют и в национальную сборную попадут, эти ребята. А скажите, вот вообще вопрос перехода грузинских футболистов в европейские чемпионаты, он как-то, ну, скажем так, это больше работа агентов, и им надо спасибо сказать, что они этого добиваются? Или действительно запрос есть вот после Евро? Нет, это очень большой запрос. Здесь многие менеджеры приходят, агенты смотрят на молодых футболистов, просто на футболистов молодых. Так. И спрос большой, и забирают отсюда. И платят деньги, это, наверное, и от агентов зависит. И от, конечно, академии. Хорошо они работают, тренеры молодежные, сборные. И от этого хороший результат. И очень много молодых футболистов уезжают. Даже в постсоветском пространстве много футболистов играют. Потом оттуда уезжают. В Казахстане вот я тоже видел. Да, в Казахстане тоже, в Украине тоже, в России тоже очень много футболистов. В Азербайджане тоже есть футболисты. И потом проходят практики, а потом многие уже в хороших клубах. В европейских хороших клубах продают.
в том числе и Хвича очень хорошую практику прошел в России. Да, да. Кто еще? Очень много вообще, чтобы взять статистику, да, 99% с России, с Украины прошли школу, которые попали в больших клубах, в европейских больших клубах. Большинство этих футболистов играли за Россию и за Украину. В чемпионатах России и Украины. Большинство футболистов. Вот возьмите статистику, и вы посмотрите. Очень много футболистов. Сейчас, если вы не против, я могу вам назвать фамилии, пару слов, ваши впечатления об этом игроке, Да. вот, из состава. Например, Чакветадзе. Чакветадзе, да. Да. Что скажете про него? Очень сильный футболист с большим потенциалом. Это Чакветадзе, я думаю, что очень большого класса футболист, который сейчас выступает в Англии. Если не получив травмы Чакветадзе, я думаю, что Чакветадзе был бы, наверное, уже в больших клубах. Но очень много травм получил. Вот сейчас набрал хорошую форму. Продлил контракт, по-моему. Да, сейчас продлил контракт. И это наша сильная сторона сборной Грузии, этот футболист. Это футболист, я думаю, что высшим классом. Топ-футболист, да. Зурико Давиташвили. Давиташвили очень быстрый футболист, тоже большого уровня футболист. Как и сказать, с Мамардашвили, ну и Хвичу, конечно, да. Вот эти футболисты, я думаю, что это топ-футболисты. Лучший вратарь. Я думаю, что в пятерку ходит Мамардашвили в лучших топ-5 вратарей. Ну, по цене он летом даже в двойке был. Вот, да, с Диого Коштой. по цене, да. Для меня номер один этот вратарь. Чакветадзе, Давиташвили, Микаутадзе, ну, Кварацхелия. Ну вот знаете, то многие ставят, ну не то чтобы в упрек, но вот отсутствие защитников, что очень возрастная оборона, и то, как Грузия пропускает, вот увлекаясь атакой, вот что... Не, почему? Очень все сильные защитники, да, ну возрастные, что делать? В сборной Грузии, кто заслуживает, того и вызывает. Это молодой футболист или постарше, это сборная Грузии, это не клуб, что, например, на годы как-то проводить такую политику. Я думаю, что кто заслуживает, того и вызывает. Но сейчас Вот сейчас хороший футболист играет, да, в Италии, в Гречице, да. По-моему, Ювентус сейчас покупает, хочет купить. Вот сейчас вот этот молодой футболист будет играть, по-моему, мнению. А он из Динамо Тбилиси, кстати, или нет? Старпеда Кутейси. Он как заиграл, я удивился. Сразу заиграл, Он же на лавке сидел, а потом его как начали ставить. Сразу заиграл, очень сильно, высокорослый и очень быстрый футболист. Так Ювентус хочет купить после этого года. Интересно. Вот еще один защитник, да. Ну, Саба Сазонов, да, вот сейчас после травмы. Саба Сазонов, ну, травму получил, тоже хороший футболист. По-моему, сейчас наберет форму. Не, защитники есть у нас, кого ставить, даже уже конкуренция сильная. Так что в защите тоже. А полузащита тоже сильная. Кочурашвили, Чакветадзе там. Ну, хорошая сборная. Я думаю, что в этом году, наверное, еще добавится трех футболистов добавить, сильная сборная. Есть мнение, что вот эта сборная зависела очень от Хвичи, и вот как будто бы после чемпионата Европы вот она уже стала сборной вот цельной. Не знаешь, вы как считаете? Конечно, зависит. Сыграет ли Хвича на высоком уровне, это очень сильный футболист мирового масштаба. И, конечно, зависит, как сыграет сборная. Если Хвича удачно сыграет, тяжело остановить Хвичи. И зависит от этого весь результат, конечно. От таких футболистов зависит вообще результат. Он индивидуально очень сильный футболист. Конечно, уже когда команды равные, уже зависит от какого футболиста индивидуального может обыграть 2-3 футболистов и забить. Это уже, конечно, плюс сборная. Самый яркий матч вот для вас, сборной Грузии, уже все, да, в этом году не будет больше матчей? Ну, конечно, с Грецией. Греция, да? Конечно, с Грецией. С Люксембургом и Грецией, конечно. С Люксембургом тоже тяжело. Даже не Португалия даже, не? Не, я говорю ключевые. Ключевые матчи это, когда мы вышли на чемпионат Европы. Ну, а потом, конечно, уже это финиш, конечно, последнее это со сборной Португалии.
обыграв, и вышли мы с группы. И 1-0 вели, но сказать, что сборная Испании это очень самая сильная сборная сейчас. Я думаю, что мира уже. Да. Обыграл. Ну, кстати, тяжело было обыграть сборную Испании, но вели в счете 1-0. Ну. Вот у Нобеля вы были уверены, что Грузия обыграет Португалию. Вот не могли бы вы поделиться, что это было? Ну, у меня чувство, да, мы поспорили с Нобелем. У меня чувство было, что Грузия выиграет, и я сказал, что 2-0 выиграет, и Грузия выиграла 2-0. Это просто предчувствие какое-то? Да, предчувствие, да, ну, а как можно угадать сейчас счет? Ну да. Если бы счет и угадал бы, это было бы хорошо. Ну вы насколько эмоционально такие результаты воспринимаете? То есть вы кричите, радуетесь или спокойно? Ну, конечно, человек азартный, так эмоциональный, конечно, радуемся. Приглашаю на матч. Приходите. Спасибо. Здесь стадионы полные всегда. Да, да, билет достать. Не, здесь билет достать очень трудно. Здесь 52 с чем-то стадион вмещает, а запрос на 200 тысяч. Вы представляете? В Батуми вообще было, Не, ну, в Батуми, да, еще больше. Представь, если 52 тысячи человек вмещается, а запрос на 200 тысяч. Это очень тяжело.